Всем трейдерам огромный привет, с вами Аркадий Романович. Если вы заметили, я записываю для вас несколько видео подряд. Эта серия посвящена принципам моей торговли, пошаговое руководство. И мы начнем с организации рабочего пространства. Организации рабочего пространства. Что это означает? Это означает очень строгие правила времени, когда я у экрана монитора. С 16 до 16:00 до 19:00 Москвы. Это первое. Организация рабочего пространства каждый день, естественно, в торговый день, 16-19. Если вы торгуете в Европу, возможно совмещение. То есть вы в Европу поторговали, пришли, точнее отдохнули и торгуете в Америку. Это возможно, но зависит от вашего расписания, вашего образа жизни, ваших предпочтений и так далее. Я не торгую в Европу, я торгую в американскую сессию с 16 до 19. Какие инструменты я смотрю и торгую? Как правило, основные мои фавориты это золото, NASDAQ. Также я смотрю на Dow Jones, это индекс, и нефть. Нефть WTI американская. Можно торговать не обязательно фьючерсы, а акции. Тоже, как правило, это 16:30 Москвы до 18 Москвы. То есть это инструменты исключительно, скажем, мой выбор. Никак не то, что они там самые лучшие, а остальные все плохие, не надо ничего торговать. Можно торговать и валюты, например, фунт-доллар, например, евро-доллар в американскую сессию. Тоже примерно вот в это время они проявляют активность, но я бы сказал, где-то с 16 до 18 все-таки валютный рынок. Потом успокаивается. Но можно попробовать доллар-канадец, да, если вы отдаете предпочтение Форекс рынку. Мое предпочтение сырью, да, индексом. Это мне нравится больше. Идем дальше. После того, как мы зафиксировали время, оно всегда одинаковое. Инструменты. Дальше time frame, то есть время, интервал, да, графика, период графика. М1 всегда, никаких здесь нет исключений. Вы не увидите, что я совершаю сделки на 5-минутке, я не против 5-минутки ни в коем случае. И как понять, минутка или 5-минутка, что выбрать? Мое предпочтение минутки в том, что все быстро. Да. Меньше нужно ждать формирования сигнала, потому что на 5-минутке гораздо дольше, порой по полчаса ждешь сигнала, да, и по полчаса ждешь, когда это отработается. Не всегда, но нередко. И минутка для меня комфортна. Бытует мнение, что минутка там тяжелый график, эмоциональный, либо надо сидеть целыми днями у экрана монитора. Нет, абсолютно. Наоборот, если вы будете целый день сидеть, скорее всего, эффективность будет очень низкая. Самый пик эффективности трейдера, по всем моим наблюдениям среди наших трейдеров, достигается в первые, скажем так, 1,5-2 часа. Мы можем прийти к выводу, что 1,5-2 часа торговли более чем, да, этого более чем достаточно, чтобы делать и хорошие профиты, и не уставать, и держать баланс между трейдингом и другой, да, жизнью, которая наверняка у каждого из вас есть. Это очень важно, потому что если вы будете целыми днями пялиться в монитор, сидеть там в телефоне, отсматривать, то я не думаю, что от этого вы станете счастливее. Да, может быть, вам это прикольно, нравится, но тогда остальные стороны вашей жизни будут существенно не добирать вашего внимания, энергии, и рано или поздно это отразится на вашей торговле, на эмоциональном состоянии и так далее. В общем, это выбор мой, возможно, у вас противоположное мнение, видение этого. Вы торгуете в Европу, вы торгуете, например, на М5 и торгуете валютные пары. Все то, что я сегодня буду рассказывать и в следующих роликах по поводу своих сигналов, советников, все это можно применить и организовать свое рабочее пространство на других интервалах, с другими инструментами и с другими, в другой, да, временной период и на другом, еще раз повторюсь, таймфрейме. Минутка – это комфортно для меня, кто-то говорит, это стресс там, или это напряг. Не знаю, я не испытываю ни стресса, ни напряга, времени для подготовки достаточно много, при условии, что у тебя есть конкретные четкие сигналы, правила,
И если правил нет, то и на часах, когда куча времени, ты все равно будешь сливать деньги, если нет дисциплины. Поэтому, на мой взгляд, минутка и краткосрочный таймфрейм больше даже трейдера не то что стимулирует, а за счет активности высокой вы можете отследить все свои вот эти ошибки, неточности, понять, где нужно прибавить. А на часах достаточно долго это может занять, там несколько дней, пока одна сделка срастется, если рынок замерз, то вообще. То есть вам нужно чуть-чуть больше быть в рынке для начала, не обязательно начинать с реального счета, там с небольшого, можно начать либо с демо, и просто чуть больше репетировать, понимать вот эту реальную рыночную среду, учиться читать график и привыкать вот именно к своему пространству трейдера, не скакать с таймфрейма на таймфрейм, не менять время, то я могу с 16, то с 20 и так далее. Да, я прекрасно понимаю, ни в коем случае не хочу, скажем так, дискредитировать тот факт, что вы имеете там работу, бизнес, дела, семья и так далее, и не всегда можете быть у экрана монитора. Абсолютно вас понимают трейдеры. Тогда ваш выбор старшие таймфреймы, часовой график, 4-часовой, 15, может минутный, хотя он такой между находится интрадеем и свинг, да, когда мы переносим сделку на следующий день. То есть, если вы понимаете, что вы не можете там 1,5-2,5 часа быть у экрана каждый день в одно и то же время, ваш выбор это старший таймфрейм, либо другая сессия, может быть, не 16 до 19, а с 10 Москвы до 12. Очень хорошо торгуются в это время валюты, хорошо торгуются российские акции, индексы, достаточно активное время, и использовать нашу систему на российском рынке, да, и в том числе на рынке валют, торговать там, может быть, доллар-рубль, если есть такое пожелание, потому что у нас есть версия для МТ5. Можете применить все это дело, в том числе наш советник, который тоже запрограммирован для МТ5. В общем, вот это основные трейдеры моменты. Обратите внимание, ничего сложного, но это очень важно. Вы привыкнете, точнее, когда вы привыкнете вот к этой последовательности, то меньше шума будет, меньше суеты вокруг всех ваших действий и решений. И дальше вы можете смело переходить к следующему моменту. Это правила входа, правила выхода, работа с графиком, со структурой рынка, к чему мы сейчас с вами переходим. Если видео было полезным, интересным, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы нам на почту info@zatrader.ru. Мы постараемся максимально оперативно ответить. До встречи, до следующего видео. Пока.